Дорогие зрители, здравствуйте! На этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня покажу, как приготовить торт «Захер» в диетическом, но не менее вкусном исполнении. Он будет без сахара, пшеничной муки, глютена и масла. Нежные влажные бисквитные коржи прекрасно сочетаются с кислинкой абрикосового джема и выгодно контрастируют со сладостью шоколадной глазури. Делается торт просто, давайте покажу как. Сначала приготовим бисквит. Сразу же поставим духовку разогреваться до 170 градусов Цельсия. Высыпаем муку, разрыхлитель и какао-порошок. Перемешаем до однородности. Чтобы получить максимально нежный и воздушный бисквит, нужно будет взбить белки. А для этого уже отделила белки от желтков. Для легкости взбивания добавим к белкам щепотку соли. Высыпаем смесь подсластителей. Подробную информацию по использованным подсластителям укажу в описании к этому ролику. Взбиваем на средней скорости, постепенно увеличивая обороты. Напоминаю, что миска и венчик должны быть сухими, обезжиренными, то есть на них не должно попасть частичек жира. Взбиваем несколько минут до появления вот таких устойчивых пиков. Чтобы узнать, достаточно ли взбиты белки, просто переверните миску. Если масса остается на своем месте и не скользит по стенкам, значит готово. Теперь взбиваем желтки примерно до вот такого небольшого побеления. А затем добавляем желтки к белкам и аккуратно перемешиваем массу. Лучше делать это силиконовой лопаткой, она не повреждает воздушную структуру белка и идеально собирает остатки со стенок. Чтобы не нарушить структуру белка, мешать нужно всегда в одном направлении, снизу вверх. Теперь небольшими порциями в 2-3 подхода просеиваем к массе сухую смесь. Каждую порцию перемешиваем до однородности, также аккуратно и в одном направлении снизу вверх. В итоге получается вот такое воздушное тесто. Застелила противень тефлоновым ковриком. Он очень удобный, многоразовый и к нему ничего не прилипает даже без использования масла. Если не уверены в качестве своего покрытия, лучше подстрахуйтесь и смажьте дно маслом. Выливаю массу в форму. У меня формой выступает металлическое кольцо диаметром 16 см и высотой 10 см. И отправляем в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку. Выпекаем до готовности в среднем около 30-35 минут. В процессе проверяйте готовность зубочисткой. У меня прошло 30 минут. Достаю бисквит из духовки и даю ему остыть. При выпечке бисквита в кольце без дна остужать его лучше на решетке, для того, чтобы снизу не образовывалась влага. Бисквит остыл. Аккуратно ножиком прохожусь по стенкам и достаю бисквит из формы. Он вышел вот таким мягким и воздушным. Затем упаковываю в пакеты или пищевую пленку и отправляю в холодильник на 4-8 часов. Это нужно для стабилизации и облегчения нарезки коржей. Пока стабилизируется бисквит, приготовим абрикосовый джем. Отправляю в сотейник 100 грамм мытой кураги и заливаю 300 мл воды. Ставлю на огонь, довожу до кипения и варю около 25 минут при небольшом кипении. В итоге курага размягчилась примерно до вот такого состояния. Помещаю всю массу вместе с сиропом в блендер и перемалываю до однородности. Все, джем готов. Я выдержала бисквит в холодильнике около 4 часов. Делаю из бисквита 3 коржа. Они вышли вот такие. Теперь приступим к сборке торта. Я по привычке буду собирать торт в кольце. Но это совсем не обязательно. Ставлю кольцо на поверхность. Выложила на дно кольца корж. Покрываем корж половиной джема. Совсем немного, не дохожу до краев. Сверху укладываю второй корж. Немного его приминаю. Затем снова джем. Запечатываем коржом. При желании каждый корж можно дополнительно пропитать. Но на мой вкус этого не требуется. Абрикосовый джем отлично справляется с этой задачей. Немного подравниваю вытекший джем на боках. Теперь займемся шоколадным покрытием.
Я сделаю простой ганаш на основе молока и шоколада. Шоколад делим на кусочки. Выливаю в сотейник молоко и нагреваю его почти до кипения. Затем заливаем шоколад молоком и тщательно перемешиваем до однородности. Если шоколад полностью не растворяется, подогрейте массу микроволновой печи импульсами по 10-15 секунд. Перегревать шоколад нельзя, потому что он расслоится и станет непригоден к использованию. Поэтому после каждого нагревания перемешивайте и проверяйте, ушли комочки или нет. В итоге получилась глазурь вот такой текучести. Покрываем готовой глазурью всю поверхность торта. Я обычно беру противень с бортиками, ставлю поверх решетку, на решетку помещаю торт и покрываю его глазурью. Либо можно подержать глазурь в холодильнике и подождать, когда она стабилизируется примерно до вот такого состояния. Смотрите, какой гладкой ее можно сделать. Сейчас на видео показано, что верх торта сделан жидкой глазурью, а вот по бокам покрытие выполнено уже затвердевшей в холодильнике. Если масса плохо распределяется, можно нагреть шпатель в горячей воде, потом протереть его от влаги и разравнивать уже нагретым инструментом. Под воздействием тепла масса станет более пластичной. После достижения нужной степени разравнивания покрытия отправляем готовый торт в холодильник для стабилизации. В идеале на ночь, джем за это время загустеет, а коржи хорошо пропитаются. По желанию можно его еще украсить. Я иногда делаю надпись, либо какие-то подтеки сверху. Давайте посмотрим на торт в разрезе. Он получился очень вкусным и сытным. Нежные пропитанные бисквитные коржи прекрасно сочетаются с кислинкой абрикосового джема и выгодно контрастируют со сладостью шоколадной глазури. Обязательно попробуйте приготовить такой торт. А я желаю вам мира, здоровья и добра. До новых вкусных рецептов!